Всем привет! В этом видео я покажу, как создать косы, используя инструменты Ornatrix. Я заранее подготовил скальп и нарисовал маску распространения волос, но в этом видео она нам не понадобится. Для создания самой косы я использую модификатор Braid Guides. Сейчас коса выглядит как набор кривых. Мне нужно получить объемную модель. Для этого я использую первоначально модификатор Change Width. Я ставлю график таким образом, чтобы и начало, и конец волос были одинаковой толщины. Затем я добавляю модификатор Mesh from Strands и выбираю Strand Mesh Type, первый вариант. Это как раз позволит нам создать объемную модель. А в модификаторе Change Width меняю значение с единицы на тройку, чтобы элементы косы стали более толстыми. В модификаторе Mesh from Strands я меняю количество сторон сначала до 6, а затем увеличиваю до 16, так как модель получается более гладкой. Далее приступаю к настройкам модификатора Braid Guides. Первый пункт, Point Count, влияет на количество точек в самой косе. На начальных этапах я ставлю около 80-100 точек, это достаточно. Модификатор Frequency влияет на частоту витков. В данном случае мне не нужно сильно много витков, так как коса будет выглядеть очень плотной. Параметром Scale я регулирую толщину самой косы и также меняю значение на графике. Одна сторона графика отвечает за конец косы, вторая за начало. Чтобы разместить косу на голове, я добавляю на скальп обычный Furball. Далее я удаляю модификаторы Change Width и Hair from Guides, так как они нам не нужны, и убираю все гайды. В модификаторе Edit Guides я рисую новый гайд, который мне нужен. Я создаю гайд не посередине, так как хочу сделать две симметричных косы. Сейчас это обычный гайд, но вскоре я превращу его в одну из кос. Для начала я регулирую длину гайда с помощью одного из инструментов Ornatrix. А затем инструментом расческа я меняю форму гайда. Чтобы было удобнее работать, я меняю размер кисти до 120. И в принципе такого размера достаточно, чтобы расчесать гайд. Я обратил внимание, что гайд выглядит угловатым. Это потому, что на нем недостаточно точек. В модификаторе Detail я меняю с 10 до 80. Я думаю, на этом этапе будет достаточно такого значения точек. Также параметром Smoothing Amount я могу сгладить существующую форму так, как мне нужно. Я ставлю обычное значение на 0.8-0.9. Затем я хочу создать вторую косу. Для этого я использую модификатор Strand Symmetry, который создаст симметричный гайд.
Затем я добавляю модификатор Mesh from Strengths, чтобы вместо гайдов получить косы. Сейчас это выглядит как полоски, но нам нужно получить реальные косы. Для этого я использую третий тип в Strand Mesh Type. Это прокси. Мы с помощью него можем выбрать любой элемент геометрический и заменить наш гайд на этот элемент. Как мы видим, косы получились толстыми, и чтобы исправить это, я включаю параметр isUniformScale, который даст нормальную толщину кос. Периодически я сохраняю проект, так как Maya иногда может выдать ошибку или просто вылететь. Далее я хочу расчесать косы, чтобы получить более интересную форму. Для этого я снова беру инструмент расчески. И также хочу изменить длину кос, чтобы немножко увеличить ее. Далее я снова возвращаюсь к косе, чтобы поменять толщину элементов у косы. Думаю, что можно немножко уменьшить scale, так как он сейчас великоват, и немного поработать с графиками, чтобы толщина основания и окончания косы были немного потоньше. Теперь необходимо повернуть косы, так как сейчас они расположены неестественным образом. Для этого в модификаторе Edit Guides я использую параметр Rotate Strand и меняю расположение, точнее поворот косы. Затем я снова беру расческу и меняю форму гайдов. Снова возвращаюсь к моей первоначальной косе, чтобы немного отрегулировать график. Я значительно опускаю точку на графике, чтобы сделать это место более тонким. Здесь не так важно сделать толстые волосы, так как там будут вплетения из основных волос. Затем я меняю количество точек на самой косе с 80 до 150, чтобы сгладить всю геометрию. Хотя вижу, что возможно и 150 мало, поэтому ставлю 200. Очень важно не делать слишком много точек, так как система начнет тормозить. И также в модификаторе Mesh from Strengths я меняю количество сторон до 24. Этого достаточно, чтобы получилась более-менее круглая форма. На данном этапе мне уже больше не нужен мой первоначальный объект с косой, поэтому я его скрываю. Я обратил внимание, что в одном месте у меня получилась кривая геометрия. Причина этого кривой гайд. Его тоже нужно разгладить, используя одну из кистей Ornatrix. Далее приступаем к экспорту нашей геометрии.
Я экспортирую в формате OBJ и импортирую обратно. А далее по этому объекту я буду создавать волосы, используя модификатор Hair from Mesh Strips. Назначаю новый материал на эту геометрию, чтобы он корректно отображался в вьюпорте. Итак, выделяем нашу геометрию и используем модификатор Hair from Mesh Strips. Затем добавляем модификатор Change Width, чтобы отрегулировать толщину волоса. Я регулирую график таким образом, чтобы получился прямоугольник. Далее необходимо добавить дополнительные точки, чтобы наши волосы плавно легли по геометрии. Сейчас стоит значение 5, но этого очень мало, поэтому добавляем до 150. Количество самих волосков регулируется в модификаторе Hair per Strips. Для этого я увеличиваю значение пока что до 500, но в дальнейшем буду еще больше увеличивать. Не ставьте изначально слишком много волос, иначе viewport будет сильно тормозить. Саму геометрию волос уже можно скрыть, так в принципе очертания самой косы мы уже видим, и геометрия нам не нужна. Затем я добавляю модификатор Freeze, чтобы добавить разнообразие в структуру волос, так как сейчас она очень однородная. Для начала ставлю значение на единицу и регулирую график. И стараюсь выставлять график и точки на нем таким образом, чтобы около основания волосы были не такими пушистыми, а в середине как раз наоборот, чтобы был больший объем. Затем я увеличиваю показатель Amount до 3, чтобы добавить еще больше пушистости. Параметром Scale я меняю форму самих волосков. То есть меняется амплитуда волос, и они становятся более волнообразными. Также немного добавляю хаотичных волос, но стараюсь это делать отдельным модификатором Freeze. Делаю несколько выпадающих волос, которые добавляют больше реалистичности. После настройки основных модификаторов я меняю значение волос. Сейчас выглядит недостаточно, поэтому я увеличиваю до 1200. Необходимо немного времени, чтобы компьютер смог просчитать такой объем информации.
На этом этапе мы закончили настройку основных модификаторов для создания кос. В следующей части видео мы создадим основную часть волос и сделаем вплетение в косы, так чтобы это выглядело достаточно реалистично. И также создадим хвостики, которые будут выходить из кос. Спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было полезно для вас.